Сейчас я вам расскажу, как я заболела денге, как я его перенесла и как я, собственно, попала в больницу на госпитализацию. В общем, с утра мне стало немного плохо, у меня была слабость небольшая, у меня заболела спина, и я захотела немножко полежать. И легла, и чувствую, что у меня такое какое-то общее недомогание, слабость. Я думаю, ну, наверное, гастрит или еще что-то такое. И потом через какое-то время я померила температуру и очень удивилась, что там было 38. Ну, я подумала, что, скорее всего, это гастрит, у меня там это частая проблема, она сопровождается температурой. Но я выпила таблетки, но они не помогали. Выпили другие таблетки, они тоже не помогали. А на следующий день температура уже начала ползти до 39. И болело просто все. Если честно, я была в таком шоке, что, во-первых, ничего не помогает, во-вторых, непонятно, что происходит, а в-третьих, был такой невероятный жар, наверное, ощущение, что я спустилась в ад и вернулась обратно, потому что я просто вся горела. И болело, наверное, все. Болел бок, болела спина, болели мышцы и адски болела голова. У меня уже было такое ощущение, что я ночью там упала, или кто-то меня ударил по голове, или там я сама ударилась, или еще что-то, потому что это прям непередаваемое ощущение, вообще абсолютно ни на какую болезнь не похоже. А потом мы решили пойти к врачу, у нас просто страховка закончилась, новую мы сделать не успели, пошли за свой счет. И он прописал антибиотики, сказал, что гастрит не может давать такую высокую температуру, и антибиотики начали помогать, но на следующее утро у меня снова температура 38, снова адская боль, болело все абсолютно, и мы уже прям, ну, не знали, что делать, и поэтому, собственно, пришлось уже ехать в больницу, потому что было страшно в том плане, что какое-то было очень сильное головокружение, и ну, я начала задыхаться, то есть было тяжело дышать, и из-за этого мне становилось страшно, я начинала задыхаться еще больше. Вот, и поэтому у меня было уже такое ощущение, что я сейчас либо задохнусь, либо какой-нибудь отек головного мозга случится, потому что было ощущение, что вот, ну, не хватает кровоснабжения в голове, и это оказалось из-за того, что маленькое количество тромбоцитов осталось из-за вот этой вот болезни, как нам уже объяснили в больницу, и поэтому хорошо, что мы сюда приехали, потому что как раз я находилась под наблюдением, и это количество тромбоцитов регулировалось. Сейчас я в больнице уже третий день, количество тромбоцитов уже начало расти, и, соответственно, врачи решили, что уже меня можно отпускать домой, поэтому меня выписывают. На этом историю можно было и закончить, но мы лечились не по страховой. И вы спросите, как же так, почему у нас не было страховки? На самом деле, я сам был один из тех людей, который задавался вопросом, почему люди не делают страховки, смотря там в Фейсбуке или ВКонтакте, когда люди собирали там помощь там, на операции, еще на что-то. И непонятно, почему у них не было страховки, как так. И сейчас мы сами попали в эту ситуацию, но по той причине, что у нас закончилась одна страховка. Учитывая, что у нас график мы снимаем, монтируем, еще правильно работаем, переезды с одного места на другое. Я где-то неделю-две назад думал, надо продлить, но я совсем забыл временной промежуток, когда это заканчивается, когда начинается. И думал, ну вот на следующий день, ну вот на следующий день. И получилось так, что у нас получилось окно, когда не было страховки. И когда мы ее уже сделали, уже у Маши были первые признаки того, что она уже заболела. Поэтому мы обратились изначально не в страховую, а обратились по месту жительства. Просто пришли на лобби к больнице, он сказал ни слова больше, сейчас я все организую. За нами приехало такси за 50 тысяч, привезли какую-то местную клинику, отдали 2 миллиона рупий за какие-то таблетки и инъекцию. Маша стала немного лучше, но Балика, которая нас принимала, она ни слова не сказала о том, что это денге. Она сказала, что это, скорее всего, не проблема не с гастритом, это, возможно, у вас инфекция. И дала таблетки от инфекции. Ну, это были в основном антибиотики. Маша пила их 2-3 дня. Ей становилось лучше на определенный срок. То есть она выпивает, ей хорошо. Через 2 часа опять болел бок, опять повышалась температура. Так продолжалось 2-3 дня. И в тот день, когда начала действовать страховка, мы, конечно же, сразу обратились уже по страховой. Страховая у нас была Тинькофф. Нас отправили в клинику Силуам Хоспитал. Это было довольно-таки все быстро, и мы обрадовались, что как здорово, что они все делают. Клиника находилась буквально там в 1,5 километра от нас. Нас привезли изначально в неотложную помощь.
Сюда оказали сразу же все необходимые процедуры. Маше сразу же поставили капельницу, прокапали, дали необходимые таблетки, все сделали то, что нужно. Взяли обязательно, конечно же, анализы, то, что не сделали буквально 2 дня назад в той клинике, к которой мы обратились, без страховой. А тут взяли анализы и на основании этих анализов уже стали делать лечение. Мы уже обрадовались, что классно, мы ни за что платить не будем, мы ни о чем не будем беспокоиться. Мы приехали сюда в районе где-то 3 часов дня, и где-то в районе 10-11 часов вечера, когда я собирался уже ехать домой, нам приходит ответ от нашей страховой о том, что, учитывая те обстоятельства, которые озвучил врач, что у нас первые признаки этой болезни начались 5 дней назад, далее страховая не будет ничего платить. Мы были очень удивлены, потому что сами знаете, что лечение в таких клиниках стоит очень больших денег, иногда доходит там до 500 000, до 1 000 000 рублей. Мы, конечно, начали сразу связываться с нашей страховой, потом начали спрашивать у нашего врача, сколько это будет стоить. Из этого места на ресепшн я ходил в районе, наверное, 50 раз, потому что мне на ресепшн говорили одну информацию, потом я приходил к доктор говорил другую информацию, потом мы с доктором ходили на ресепшн, и так продолжалось очень долго. И сначала мне озвучили, что мы должны 5 миллионов рупий за каждый день, потом сказали 10 миллионов рупий, но 10 миллионов рупий это в районе 40 000 рублей, это практически $700. Я прихожу к Маше и так плохо. Когда она узнает по поводу денег, ей становится еще хуже. У нее там все время было белое лицо, болит бок, температура, вся под капельницами. Я там бегаю в 12 часов ночи, это все узнаю. Мы стресс испытали очень сильный. Но потом, когда все до конца выяснилось, изначально страховая вносит депозит, который требует клиника. В нашем случае это было в районе 5 миллионов рупий. И то есть первый день, который мы обратились, страховая полностью оплатила. Это мы выяснили спустя 2 часа выяснений. Нам стало полегче, и был такой момент, что мы уже думали, все, сейчас отсоединим все капельницы и будем отсюда уезжать, потому что, просто по 10 миллионов рупий за день платить, это очень большие деньги. Мы думали, найдем какие-то другие клиники, там поспрашиваем. Но нам врач потом дал понять, что нет, это не стоит 10 миллионов рупий в день, это стоит намного меньше. Начали показывать палаты, где стоимость обслуживания в день была в районе 500 000 рупий уже входило. Это и обслуживание персонала, врача, это и питание, и все остальное. Но это, в принципе, неплохие деньги, получается 500 000 рупий на рубли в районе 2500 рублей. Но это более-менее нормально, потому что на Бали есть клиники, где потолок цен в десятки, а то и в сотни раз больше. Спросили у врача, на сколько дней, возможно, мы останемся. Он сказал, в районе 2-3 дней. То есть мы посчитали, в районе, возможно, там 4-6 миллионов рупий мы заплатим. Хорошо, потому что были большие риски, что тромбоциты опустятся намного ниже, и тогда случится, непоправимое, то есть может даже летальный исход случиться. И доктор нам говорил, что нужно действительно лечение в клинике, нужно постоянно смотреть. Каждые 8 часов делался анализ крови и смотрелись эти самые тромбоциты. Если бы они понижались еще ниже, то приходилось уже там вмешательство другого характера, не только капельниц. В первом часу ночи мы уже приняли, что хорошо, мы остаемся. Нам сказали, что утром нужно будет привезти в районе 10 миллионов рупий. Это так называемый депозит. Без него нас просто не положат сюда. А поэтому я по нашей тайской карте внес 10 миллионов рупий. Машу сразу поместили в палату. Сейчас вот я ее покажу. Она так выглядела. Вот такой небольшой рум-тур. Это у нас такая палата, она получается на 3 места. Тут свободно и тут свободно. Но тут бабушку увезли на операцию, поэтому сейчас никого нет. А стоимость этого номера 483 000 рупий в день. Это с обслуживанием, с едой. Вот так вот здесь кормили. Тут супчик. Здесь какой-то салатик, фрукты. И сегодня у нас суши. И вот Маша лежит. 3 дня сказали тут лежать. Подключена вот такой вот капельнице. Там витамины, что-то еще. Вот такая вот рука, да. Сегодня уже получше. Это 2-й день. Тут даже, смотрите, вот такой есть вид с окна. И днем даже там светло. Видно солнечный свет. Все удобства за ваши деньги. И вот такой вот санузел. Даже есть душ. Также дали мыло, шампунь, зубную щетку, кружку вот такую вот. И даже дали халатик специальный и полотенце. Так что очень даже здорово. И здорово, что тут есть такая вот
Занавесочки, то есть ты не лежишь и на всю палату, как у нас на родине, смотришь, а тут закрылся и лежишь там, спишь. И было довольно тихо, спокойно, не было никаких криков, как было вот неотложки. Но Машу тут продержали целый день, потому что не было места в тех комнатах, которые нам нужно было. Получается, что мы оплатили за 3 дня пребывания в госпитале 6 миллионов 200 тысяч рупий, ну там с копейками. А при этом страховая еще дополнительно за первый день, за все анализы, за мое пребывание там практически целый день в отделении неотложной помощи оплатила 4 миллиона там с чем-то, ну то есть практически 5 миллионов. Такой весомый вклад. Очень здорово, что мы обратились в первый день, когда начала действовать страховка, вот, но в дальнейшем, к сожалению, они уже не смогли покрыть наши расходы и не смогли пойти на какие-то уступки, потому что действительно намного раньше начались вот эти симптомы, когда страховка еще не действовала. Но мы тут сами виноваты, поэтому никаких претензий к страховой, собственно, нету. Поэтому я сейчас могу вам сказать с полной уверенностью, если вы собираетесь путешествовать и путешествовать надолго, всегда платите за страховку. Можно платить также и в путешествии, это сделать. Ну, у нас всегда под каждым видео есть ссылка на страховку, где вы можете купить это Черехапа по нашей ссылке. Она всегда дешевле, если переходите по нашей ссылке. Если даже вы здоровый человек, если даже вы еще молодой и думаете, да зачем мне нужна страховка, все нормально. Поверьте, лучше заплатить. Именно на Бали очень дорогие клиники, если вы обращаетесь, то вы будете платить очень большие суммы. Бывает так, что просто на ровном месте человек что-то ломает, даже не обязательно в какой-то аварии. Операция на Бали стоит где-то в районе 400-700 тысяч рублей. Человеку выгоднее поехать домой, сделать там операцию и вернуться сюда. Но вы представляете, какой это будет стресс. Повторюсь, обязательно имейте страховку, у вас минус будет какой-то стресс, и вам будет намного легче. За вас все будет делать страховка, не нужно будет много тратить времени, много там стрессовать, искать какие-то клиники где-то, где подешевле. На самом деле мы, можно сказать, отделались таким легким испугом в данной ситуации, потому что когда мне пришло сообщение о том, что страховка мою госпитализацию не покроет, я думала, что мы сейчас будем просто собирать всем миром, знаете, как это бывает, деньги на лечение. Потому что я думала, что нам сейчас какую-то баснословную сумму скажут, действительно очень высокие цены для лечения, но по факту получилось то, что мы заплатили в порядка там меньше 30 тысяч рублей. То есть, нам повезло, что это не супер что-то серьезное было. Поэтому будем в дальнейшем делать страховку обязательно. И вообще относительно лихорадки денге, мы прожили очень многое время в тропиках, и нас очень часто спрашивали на стримах, в комментариях, ребята, как там с денге обстоят дела? Я все время думал, денге это где-то далеко, это вообще нас не касается. Было так, что во многих местах проживания я очень часто работал именно на улице, и по вечерам меня кусало, не знаю, там до 30 комаров. И я думал, или у меня какой-то иммунитет супер крутой у меня и у Маши, или я думал, что мы с Машей супер такие фартовые, что нас денге не касается. Также я думал, что денге это, вероятность заразиться там 0,01%. А оказывается нет, денге можно заразиться очень легко, причем мы приехали на Бали, мы жили на 3-м этаже, и к нам практически не залетали комары. То есть я за первую неделю не видел ни одного комара. Но вот Машу укусил всего один комар, и оказалось, это был с денге. Именно определенный вид комаров может являться переносчиком денге. Единственная рекомендация, если все-таки вы заразились денге, первое, это попробуйте пить парацетамол, он очень хорошо снимает температуру. И ни в коем случае не пейте аспирин и ибупрофен, потому что он очень сильно понижает так называемые тромбоциты. Организму будет еще сложнее бороться. Еще один момент, я прочитал в сети, что очень полезно пить свежевыжатый сок из листьев папайи. Я в один день в больницу Маше привез этот сок, она его выпила. И самое интересное, что когда мы спросили у врача, действительно ли листья папайи полезны, врач почему-то сказал, что нет, лучше не пить. Я тогда немного насторожился, почему это так, потому что 1000 сайтов, где говорят, что местные вообще никогда не лечатся в больнице, потому что они пьют только свежевыжатый сок, листья папайи. Он сказал, что нет, нельзя пить. Это меня удивило. Не знаем, кому верить, но это тоже такая рекомендация. Именно на Бали можно найти в очень многих местах листья папайи. В заключение хочу добавить, что несмотря на то, что денге мной достаточно тяжело перенеслась,
но 80% она переносится легко. Не стоит ее так сильно бояться и отказываться от поездки из-за нее, потому что мне просто не повезло, но не факт, что вас укусят. Что касается клиники, мне она очень понравилась, потому что она была не самая дорогая, но несмотря на это, там был очень-очень классный, невероятно просто заботливый персонал. Ко мне постоянно приходили, постоянно интересовались, как я себя чувствую. Была кнопочка специально, когда ко мне приходили вот буквально там через минуту, и вот абсолютно все мои просьбы исполняли. Плюс еще кормили невероятно вкусно, ну практически всегда вкусно, прям как в ресторане. Мне казалось в какой-то момент, что я просто побывала в каком-то санатории небольшом. Ну, правда, где мне нельзя было выходить на улицу, к сожалению, но все же. На этом все. Спасибо за просмотр. Если вам было интересно и полезное видео, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!